Всем привет! Сегодня наше видео также снимается по запросу наших подписчиков. И мы будем показывать, как наносить вот такое вот интересное нанесение шелка матового с эффектом Млечного Пути. Но мы так его назвали, потому что под определенным ракурсом он очень красиво смотрится. Мы легко покажем вам, как это наносится, будем только очень рады и счастливы. Главное, чтобы вы не забывали подписаться, поставить лайк и комментировать тоже положительно желательно. Смотрим видео. Первое, что нам нужно сделать, это подготовить стену. То есть, чтобы нанести штукатурку декоративную шелк, стена должна быть ровненькая, красивенькая, шпаклеванная, грунтованная. Красивенькая, ровненькая стена. И мы должны выбрать фон краски и просто окрасить. Краска влагостойкая, либо это будет праймер, грунт. Ну, то есть, должен быть однородный фон стены. Желательно поярче под данный образец, потому что на светлых цветах эффект вот этого перламутра будет менее заметен. Укрываем краской стены в 1 или в 2 слоя, в зависимости от того, какая краска у вас присутствует. Краски бывают разной укрывистости, дорогие, дешевые, хорошие, плохие и всякие разные. Ваша цель укрыть стену, и чтобы она была влагостойкой, то есть чтобы мы могли спокойно рукой проводить, у нас на руке не оставался белый след от краски, ну или синий, да, там меловая такая бывает, чтобы влажность держала, чтобы можно было спокойно наносить декоративку. Наносим с помощью валика и оставляем сохнуть. После полного высыхания краски фоновой мы наносим шелк. Шелк преимущественно должен быть в том же цвете. Хотя за счет перламутра цвет кажется светлее, но это зрительное ощущение, то есть такое ощущение дает вот как раз перламутр. Можно наносить шелк валиком, а можно наносить его кельмой. Это кому как уже будет удобно. Ну, то есть валиком на объеме не всегда удобно на самом деле, мне по крайней мере. Удобнее кельмой, то есть кельма пластиковая или металлическая, и наносим. С помощью вот такой круглой кельмы, шайбочки, мы закруживаем обычный классический шелк, то есть такая вьюшка, восьмерочки. Закручиваем. Нанесли слой, закрутили восьмерку. Нанесли второй участок, соединили, закрутили восьмерку. Как вот стандартное нанесение шелков. То же самое здесь. У нас очень много на канале уже шелка снято. Здесь просто сам эффект перламутровой добавки вот этой вот. Люди попросили. И восьмерочкой закруживаем. Восьмерки, вот эти вот, да, они бывают у всех разными. У кого-то крупнее, у кого-то мельче. Кто-то их наносит пластиковой кельмой, кто-то металлической. Кому как удобно. Нельзя диктовать мастеру, например, если у вас мастер работает, каким инструментом ему вот этот вот шелк крутить. Кто как привык, тот так и делает. А если вы делаете самостоятельно, например, то вот так, пожалуйста, мы вам рекомендуем. Круглая кельма, очень удобно. Прислонили, и катается она у вас. Вот такими движениями. Вот. И снова оставляем сохнуть. Ну, мы оставляем сохнуть на своем образце, а вы на стене продолжаете наносить, не останавливаясь до самого угла. И наносите вы его в шахматном порядке. Участок с верхнего угла нанесли, следом участок нанесли, соединили, сделали восьмерку, спускаемся вниз, следующий участок. Шахматный порядок именно вот такими перекрестными движениями. Полностью высох шелк, вы трогаете его руками, он сухой, никуда не липнет, полностью высох. Дальше мы берем губочкой лазурь и вот так вот тампуем. Губочка может быть обычная, допустим, да, такая пупырчатая, или это может быть морская губка. И ей вы тампуете лазурь. Лазурь надо брать разных цветов. Показать надо, какие мы лазури. Мы берем лазурь бриллиант золотой, вот такая. Это полупрозрачный состав, он при высыхании дает только золотистый отлив. И какой еще? Бриллиант фиолетовый. Бриллиант фиолетовый. При высыхании у нас будет такой очень красивый эффект, фиолетовый и золотистый. Переливаться.
То есть она, когда высыхает, сама лазурь становится прозрачная. Сейчас вот вы ее видите как белую субстанцию, но при высыхании она будет прозрачной и только останется фиолетово-золотистый вот такой отлив. Такими способами можно наносить акцентную стену. Например, вы берете шелк на весь объем, на всю комнату, на 4 стены или сколько их стен, наносите полностью, а на одну стену акцентируете вот таким способом лазурью. Натамповали и немножко можно растушевать кельмой, а можно и не растушевывать. Он, когда высыхает, очень красиво смотрится. И смотрите всегда издалека, то есть отходите и смотрите. Нравится вам, не нравится, куда-то нужно добавить. Добавляете. Вот такой вот способ, достаточно легкий. И вы можете добавлять, куда вам хочется, вниз побольше, вверх побольше. Ну, то есть такой дорожкой какой-то или облачками можно добавлять. Вот так и тампуем, лазурь перемешиваем. Лазурь может быть еще серебристая, золотистая, голубая. Микс бывает. Вот такой, видите, эффект? Вот его хорошо видно сейчас. Очень хорошо это видно на ярких насыщенных цветах. На светлом тоже видно, но не так. На ярких цветах более виднее. И такая дорожка звездная. Бриллиантовая лазурь, она дает мерцание искрящееся. Обычная лазурь, она дает равнотон, ну, равнотон. Как это вот сказать-то правильно, по-русски-то как сказать? Однородность. То есть перламутровый, однородный слой. Перламутровый. А бриллиант, он дает искрящийся слой. Ну вот и все. Вот такое вот простое нанесение эффектных таких образцов. Все зависит только от вашего желания, от вашего терпения, от возможностей. От материалов очень важно. Очень важно от материалов. Вы можете у нас их заказать. Мы все комплектуем, высылаем, оформляем доставку, подбираем цвета. Мы все это для вас сделаем. Пишите, заказывайте, все ссылки есть в описании. Всем спасибо, подписывайтесь и ставьте лайк. Пока.